Дональда Трампа не пускают на выборы, между Россией и НАТО растет напряжение, а жены мобилизованных оккупантов устраивают протесты. Обо всем этом не только, расскажу подробнее в эфире «Нехта», самые важные и интересные новости. Польский генштаб заявил, что неизвестным объектом, который нарушил ее воздушное пространство, стала российская ракета. Мы отслеживали большую часть этих ракет относительно масштаба и направления их движения. Жены мобилизованных, которые ранее призвали Владимира Путина отправиться на фронт и умереть, вышли к вечному огню в Москве. Он был похож на какого-то жалкого стендапера с шутками ниже пояса про яйца. Истребители НАТО в этом году более 300 раз перехватывали самолеты РФ, которые приближались к воздушному пространству Альянса. Подавляющее большинство воздушных столкновений между самолетами НАТО и России были безопасными. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Второй штат запретил Дональду Трампу участвовать в выборах. На этот раз в штате Мэн имя 45-го президента запрещено включать в бюллетени. Госсекретарь штата обосновала свое решение поправкой Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. В течение нескольких месяцев, увенчавшихся событиями 6 января 2021 года, при помощи ложного нарратива о махинациях на выборах, возбуждал своих сторонников и направил их на Капитолий. Девушка также добавила, то, что Трамп время от времени призывал сторонников вести себя мирно и повиноваться полиции, его не оправдывает. Однако, как считают эксперты, в обоих случаях запрет, скорее всего, будет оспорен. Если госсекретарь штата Мэн исключит Трампа из избирательного бюллетеня, это будет второе решение. Второе решение о том, что он участвовал в мятеже, последовавшее вскоре за решением в Колорадо. Опять же, дело Колорадо стало важным событием в этой области, и Мэн последует его примеру. Думаю, мы увидим, как другие штаты последуют этому примеру, если будут поданы другие иски. Это стало важным событием, серьезным препятствием для кампании Трампа, так же, как и в Колорадо. Скорее всего, это не окончательное решение, потому что оно будет обжаловано в суде штата Мэн. И опять же, на него повлияет то, что скажет Верховный суд США по этому вопросу. Представители Трампа уже обвинили госсекретаря штата в том, что она решила вмешаться в президентские выборы. Россия потратила на массированный удар по Украине почти $1,5 миллиарда. Об этом пишет ЭП со ссылкой на оценку стоимости снарядов. Как сообщил Валерий Залужный, оккупанты применили 158 средств воздушного нападения. Отмечается, что ракета «Кинжал» может стоить от $10 миллионов, а дроны «Шахед» от 20 до 50 тысяч за единицу. Стоимость одной ракеты Х-101 составляет $13 миллионов. В целом, ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине 29 декабря, стоили РФ $1 миллиард 273 миллиона 220 тысяч долларов. Польский генштаб заявил, что неизвестным объектом, который нарушил воздушное пространство страны, стала российская ракета. По данным военных, после пролета над Польшей снаряд покинул ее воздушное пространство. Это была трудная ночь для Украины. Комбинированная атака по насыщению, направленная на перегрузку ПВО с помощью беспилотников, с последующим ракетным ударом, в основном самолетами дальнего действия. Ракеты были выпущены из Каспийского моря. Мы отслеживали большую часть этих ракет относительно масштаба и направления их движения. Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а затем покинула ее. Сообщается, что силы ПВО Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определения траектории полета ракеты. Мы изучаем всю информацию, которая к нам поступает, однако нет никаких признаков того, что кто-либо наблюдал какой-либо взрыв или находил какие-либо обломки. Но все случаи, когда кто-то сообщает, что видел что-то летающее, конечно, проверяются, к операции привлекаются силы полиции и армии. Рамзану Кадырову представили боевые джихад-машины, которые планируют отправить на линию фронта. Первые 3 экспериментальные модели спроектированы на базе УАЗ-Патриот. Разработкой данного аппарата будет заниматься Чечен Авто. На проект уже потратили свыше 2 миллиардов рублей. На этапе они проходят тестирование. Я недавно был на базе, где их
производят. Там у нас были определенные коррективы, они установили, сейчас на данный момент они готовы уже выехать, мы уже посмотрим, как они себя поведут на передовой. Истребители НАТО в этом году более 300 раз перехватывали российские самолеты, которые приближались к воздушному пространству Альянса. Причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем. Вдоль восточного фланга НАТО российские военные самолеты неоднократно не передавали код транспондера, не представляли план полета и не общались с авиадиспетчерами. Подавляющее большинство воздушных столкновений между самолетами НАТО и России были безопасными. Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались, как правило, кратковременными. После вторжения в Украину НАТО значительно усилил свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и противовоздушной обороны. Президент Аргентины Хавьер Милей отказался вступать в БРИКС. Об этом он письменно уведомил российского лидера Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпиня. По данным источников, Милей отметил, что не считает участие Аргентины в объединении уместным. В Госдуме РФ уже пророчат Милею крах. То, что эта позиция объективно отражает интересы США, это понятно. Именно поэтому она малопродуктивна, поскольку не имеет ничего общего с истинными интересами самой Аргентины. Поэтому можно говорить, что, став президентом своей страны, Милей начал делать первые шаги к своему будущему не переизбранию на этот пост. Вряд ли его политика будет эффективной, сделает его популярным президентом и позволит переизбраться в следующий раз. Аргентина направила заявку на вступление в БРИКС летом, когда президентом страны был Альберто Фернандес. Новый глава государства Хавьер Милей изменил это решение за 2 дня до его вступления в силу. Жены мобилизованных, которые ранее призывали Владимира Путина отправиться на фронт и умереть, вышли к вечному огню в Москве, чтобы снова потребовать возвращения домой своих мужей-оккупантов. Женщины, не стесняясь, критикуют Путина и заявляют, что планируют устраивать протесты и дальше. Наш президент сказал, что среди мобилизованных 14 героев России. Но он не сказал самую важную вещь, а сколько из них посмертно героев. Вот. Наше правительство преподносит специальную военную операцию, да, как некую борьбу с нацизмом на территории Украины. Ну, если у нас борьба с нацизмом, значит, мы приходим к вечному огню. Вот. Дело в том, что, думаю, для всех очевидно, что наша власть пытается замолчать данную проблему, замолчать ее невозможно. На прямой линии наш президент, я очень хочу сказать о том, на самом деле он выглядел ужасно. Это он был похож на какого-то жалкого стендапера с шутками ниже пояса про яйца. Семьи мобилизованных начали массово требовать их возвращения домой в сентябре, создавая петиции, атакуя вопросами чиновников в социальных сетях. Также родственницы оккупантов пытались провести акции в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Однако везде власти отказались их согласовывать, сославшись на антиковидные ограничения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.